teach people to get a job, to save money. Я не знаю, насколько можно сказать, что мои общепризнанные мои учения универсальны, потому что в школах в США они продолжают учить детей, что нужно хорошо учиться, получить стабильную работу. I don't save money. I use debt to get rich. У меня нет каких-либо сбережений, я использую долги, долговые обязательства для обогащения. I don't want a job. И при этом я вообще не мечтаю найти хорошую работу. And I'm a capitalist, and most school teachers are socialists. Я по натуре капиталист, а система образования в школах, она социалистическая по характеру. So unless you have a different school system than the American school system, then what I teach is opposite of what schools teach. Если у вас сходная система образования в России, как и в США, то тогда мои как раз учения противоречат ей тотально. So it's debt that makes people rich, but it's also debt that makes people poor. Вот именно долги, они помогают людям как обогащаться, так как, к сожалению, приводят к их разорению. And right now it's debt that is making everybody poor because our leaders, like Mr. Obama and Mr. Bush, don't know how to use debt. Вот почему происходит сейчас обнищание нашего населения из-за долгов, из-за политики Буша, Обамы. Our bankers don't know how to use debt. Наши банкиры также не знают, как правильно использовать долговые обязательства. Mr. Bernanke, the head of the Federal Reserve Bank, wants us all to get into more debt. Мистер Бернаки, глава Федерального резервного банка, как раз настаивает, призывает как раз еще больше увеличить свои долги. Spain wants to be bailed out with more debt. Испанию хотят возродить опять за счет новых займов и суд. Italy wants more debt. Италия хочет такого же аналогично. And the trouble is they don't know how to use debt. Но вся проблема заключается в том, что они не знают, не обладают знаниями, как правильно распоряжаться долговыми обязательствами. So I respectfully disagree with you. I would say that what I teach is opposite of what the world is doing. Поэтому при всем уважении к вашему столь интересному вопросу, я скажу, что мои учения, советы, откровения, они полностью противоречат тому, как мир действует, работает сегодня. This is 50 rubles. I would never work for this. Вот 50 рублей, я бы никогда не соблазнился на такую банкноту. I mean, this is so worthless today. I don't know why people work for it. Доллары США, эти бумажки, я не знаю, почему люди кладут своей жизни за это, они ничего не стоят. I carry the Zimbabwe dollar. Вот мой самый памятный сувенир, банкнота Зимбабве. Just as a reminder. Это всего лишь вот как бы мне такое печальное напоминание. And the Zimbabwe dollar says 100 trillion Zimbabwe dollars. Вы знаете, что там написано? 100 триллионов долларов Зимбабве. Zimbabwe is the richest country in Russia. Получается, что в России это вообще как бы страна миллиарда самая богатая, да? And in a few years, it became one of the poorest countries in the richest countries in Africa, and it soon became one of the poorest countries in Africa. И как вы знаете, за свою историю Зимбабве скатилась от самой процветающей, богатой страны в Африке к самой бедной. And it's the same thing that Mr. Obama and Mr. Bernanke are doing. They're just printing money. И как раз президент Обама и глава Федерального резервного банка мистер Бернаки делают то же самое, ведут нас по этому же пути. And today, all across the world, the U.S., the euro, the ruble, the yen, the renminbi, they're just printing more and more. This is nothing. Такая же ситуация наблюдается, к сожалению, во всем мире. Полностью запущен станок, который печатает доллары, евро, рубли,
выплачивают не подкрепленные, необеспеченные бумажки. So you're correct, it's universal. Поэтому вы совершенно правы в том, что ситуация везде похожая, универсальна, аналогична. But I believe most Russians are still going to work for this. Но, к сожалению, я так предполагаю, что все-таки большинство россиян продолжают или хотят работать за деньги. And still trying to save this. Тратить денег, пытаясь сделать какие-то сбережения. And prices keep going up. А цены же растут. And it gets harder for the average person to live. И среднему обывателю приходится все труднее и труднее жить. So I wouldn't say that what I say is normal or average. It's what I'm saying is exactly opposite. Как раз я и говорю, что ситуация совсем ненормальная или вот средняя приемлемая, как раз наоборот. So again, I'm very concerned. It's this that's causing our economic crisis, and it's a crisis of ignorance. People just don't know that this is not worth anything anymore. Never has been. Меня как раз очень огорчает, что это как раз вот кризис, который вызван на самом деле стремлением заработать деньги, и в корне этого кризиса это просто элементарная финансовая безграмотность. So two things happen whenever the U.S. government prints more dollars. Что происходит, когда каждый раз правительство США на полную мощь включает печатный станок? Two things happen is that in America, taxes go up. Сразу же мгновенно взлетают вверх налоги. Inflation goes up. И параллельно с инфляцией. So the middle class now gets poor because they're paying more in taxes. Средний класс нищает, потому что налоговые выплаты увеличиваются. And more for food and oil. А также растут расходы на питание, продовольствие, на бензин. And then our medicine goes up. А также растет стоимость медицинских услуг. So we have a growing crisis in America between the middle class now and the rich. Поэтому назревает вот кризис, противоречия между средним классом и богатыми в Америке. In America, we have millions of people who have jobs, but they're going broke. They can't afford anything. В США миллионы людей, они ходят на работу, имеют работу, но при этом они беднеют и становятся банкротами. And then Mr. Obama and Mr. Romney are talking about raising our taxes. Обама и Ромни все твердят, что хотят повысить наши налоги. And the real problem is this. А проблема-то заключается в этом. This is counterfeit money today. Это, можно сказать, фальшивки сегодня, фальшивые деньги. It became counterfeit in 1971 when President Nixon took us off the gold standard. Это как раз и произошло в 1971 году, когда президент Никсон отвязал доллар от золотого стандарта номинала. So once again, when we went off the gold standard, the rich became very rich. И с тех пор богатые стали колоссально богатыми. And unfortunately today the middle class is becoming poor. А, к сожалению, в настоящее время средний класс нищает. And it's a very dangerous situation in America today. Это крайне опасная ситуация в Америке сегодня. So that's why I wrote Rich Dad, Poor Dad in 1996. Поэтому я и написал свою первую книгу «Богатый папа, бедный папа» в 1996 году. Where I said, don't save money. Где я проповедую, выступая за то, чтобы население не сберегало денежные средства. Don't call your house an asset. Никогда не считали свои дома люди активами. And I explained to Rich Dad, Poor Dad how the rich like me pay very little in taxes legally. И в этой же книге я объясняю, как... So I would not say that what I say is what everybody says. Мне удалось меньше выплачивать налоги, и, к сожалению, как известно, мои высказывания, идеи, философии
они еще не общепризнанные, не все это понимают, приемлют. But if that's what you saw, then that's what you read in my books. Но если вы это увидели в моих книгах, прочитали, это хорошо, и что вы для себя усвоили. So thank you for the question. Поэтому большое спасибо за интересный вопрос.